Вот и я решил высказаться на эту тему, на тему плоской Земли, тем более, что подвернулся повод. О плоской Земле, ну, о каких-то доводах в пользу плоской Земли мне писали немного ранее, но я как-то видео решил не снимать на эту тему, тем более, что не было достойного примера, что ли, ну, как мне казалось, там была, например, там, почему ракеты не взлетают вертикально, к примеру, да, дескать, а улетают куда-то за угол, ну, а в связи с тем, что Земля плоская, то космоса нет, все же вращается вокруг, да, или вообще там какой-то колпак, да, с дырками, куда светят какими-то лампочками, дескать, космоса нет, все космонавты нам врут, как один. Вот это все какое-то такое, знаете, огульное болото, оно мне с самого начала не нравится именно не то, чтобы малым количеством аргументов, а в то, что туда вот так все туда, да, поместили, все подряд вообще. Поэтому как бы и разговаривать вообще не о чем, и все, пошли вы нафиг все. Все вы дураки. Кто верит в это, кто там типа летает, космонавты. Все вообще, тотальный обман. Вот тотальностью, огульным охаиванием мне всегда заниматься не нравилось. И такая позиция тоже сразу не понравилась. Ну и типа вот ракета, еще раз, да, ракета взлетает и падает там, потом она вдруг почему-то летит криво, да, и скорее всего падает вот там где-нибудь за бугром, да, и космоса нет. Но это странно, тем более, что, ну, попробуйте вывести спутник на околоземную орбиту, ну или подбросьте камень, скажите, вертикально, что с ним произойдет? Ну, он ведь вам на голову обратно упадет или нет? Поэтому говорить, что ракета должна лететь строго вертикально, ну, по меньшей мере, странно просто. Потому что ракета взлетает вертикально по понятной причине, но потом она должна по спирали выводить спутник. Потому что помимо высоты ему надо придать орбитальную скорость. Вроде бы это понятно, и странно, почему люди, да, ну, вот как-то покупаются, что ли, на это. Ну ладно, хотя есть же геостационарная орбита, да, то есть спорить есть о чем, да, понимаю. Но это все равно мне показалось неинтересно. А потом один человек прислал очень интересный экземпляр, что называется, да? Очень интересный эксперимент, который в англоязычном сегменте интернета представлен. Вот представьте себе, значит, люди провели такой эксперимент. Ну, я верю в этот эксперимент, доверяю ему. Они поставили, ну, допустим, на стол гироскоп, продаются такие довольно большие, раскрутили его и час подождали. Поскольку Земля вращается, говорят они, да, если Земля вращается, то через час Земля делает поворот на 15 градусов. Соответственно, вот как-то ориентированный, да, гироскоп через час должен, по идее, повернуться на 15 градусов. Ну или на сколько-то повернуться, в зависимости от того, на какой широте, да, они проводили этот свой эксперимент на планете Земля. Если на экваторе, то и определенным образом ориентировать, то там строго 15. Но вообще он должен как-то повернуться на сколько-то. А он через час не повернулся, раскрученный гироскоп. Что делать? То есть гироскоп не повернулся. Беда. Сейчас нарисую это приблизительно как-то. Итак, они говорят, по оценкам современных физиков, Земля вращается в пустом пространстве. Пространство, ну, можно сказать, да, во-первых, оно пустое и оно изотропное, да, евклидово. Оно там прямолинейное, да, квадратно-гнездовым способом организованное. Ну, то есть, прямолинейное, изотропное, то есть, свойства его в разных направлениях одинаковые. И никакие, да, их нет, потому что, ну, условно, не у пространства, а что ли у среды, да. Среды нет в этом пространстве, а пространство вот такое, евклидово. Гироскоп через час должен был повернуться. В таком пространстве, при таком представлении физиков о устройстве нашей планеты и то, в чем она находится. Они говорят, а поскольку он не повернулся, то, ну, значит, из этого следует совершенно точно, по крайней мере, вот на уровне точности этого эксперимента, что Земля не вращается вокруг собственной оси. Ну и возможно она плоская, ну и дальше, да, там, 3 слона, что там, да, на ките или вообще, так сказать. Космоса нет, действительно. И все такое прочее. Космонавты все врут и дальше. Но это один подход. Какой же другой подход? Сейчас нарисую, что я углядел в этом эксперименте.
Ну, это я так нарисовал Землю со стороны оси, как со стороны полюса, да? Это меридианы, параллели, ну, параллели тут не нарисовал, да? Вот так, что ли, да, еще нарисовать мелко. Значит, Земля вращается, тут все понятно. Ну, а у меня-то эфировороты, я сказал, пространство вокруг планеты не пустое, оно заполнено как раз эфиром, и мало того, он организован, то есть он вращается, это эфироворот, водоворот эфира. И вот смотрите, а тогда как надо представить? Вот смотрите, в первом эксперименте, значит, ну, проведите простой эксперимент. Возьмите компас, да, вот его как-то ориентируйте, а потом начните так вот вращаться вокруг собственной оси. Понятно, компас куда-то смотрит, да? Ну, это примерно аналог гироскопа, приблизительный, да? Это понятно. А теперь представьте, возьмите тот же космос, этот компас, космос, и вот так вот параллельно начните, значит, перемещаться. По какой-то такой прямой. Или там вперед, допустим, там немножко, да? Или вот так вот в сторону шагните. Компас останется по отношению к вашей ориентации так же, как он был до вашего движения, так? Вот так себя должен вести гироскоп в моей теоретической, ну, гипотезе, в моей, да, об эфироворотах. То есть он здесь, допустим, да, вот где-то на какой-то широте, на поверхности, как-то вот ориентирован вот так, к примеру, да? Под каким-то углом, вот к радиальной линии. Да. Эфироворот имеет, соответственно, как это, радиально-сферическую, да, там, силовые линии, или линии одинаковых характеристик. Вот, правильно? Если Земля повернулась через час, ну, там, условно, на сколько, то он остался, значит, по отношению к этой, допустим, линии, он вот здесь вот, мы измеряли угол. Через час поворота этот угол не изменяется, потому что такова структура эфироворота. Это как бы параллельный переход, такой вот, как с компасом. То есть, что получается? Ну, это в моей гипотезе. Получается, что этот эксперимент, если признавать его правоту, его адекватность, нужно, то есть, люди, которые, ну, там, будут смотреть, или вот сейчас всех людей можно записать приблизительно в 3 большие группы, ну, или там разные группы. Первое, это физики, или приверженцы современной картины мира, для которых этот эксперимент головная боль, они не знают, что с ним делать. А как? Ну, реально, гироскоп через час никуда не повернулся. Что тогда с вращением Земли? Или с вакуумом, что делать? Квадратно-гнездовым, да? Евклидовым пространством, пустым вокруг Земли. Ну, проблема. Вторая категория людей. Они утверждают, что тогда, значит, они говорят, вакуум, пусто, евклидово пространство, но тогда Земля не вращается. Я нахожу это, ну, несколько маргинальным, такой выбор такой, да? Но это мое мнение. Какие-то люди занимают такую позицию. Все, Земля не вращается, вот эксперимент. Правильно? А есть третья группа людей, да? Или третий безумец, да, еще более маргинальный. Это я. Я говорю, да хрен вам всем, ну, на мой взгляд. Вокруг Земли эфироворот. Эфир, и он вращается вот с такой структурой. Тогда поведение гироскопа оправдано. Оно, наоборот, доказывает этот эфироворот. Ну, для меня, естественно, да? Ну и тех людей, которые, может быть, разделят эту позицию, то, соответственно, нас уже сколько-то, да, насрать, что называется. Их там тьма, а насрать. Ну вот, это такой любопытный эксперимент. Если ему доверять, то нужно делать какие-то выводы. То есть по отношению к этому эксперименту надо как-то себя позиционировать. Это эксперимент, понимаете, а не криво-летящая ракета. Дескать, вот, за бугор, это не факт. Да? Ну как, криво-летящая ракета факт, ну дальше как бы рассуждать не будем, все наврали. А с гироскопом сложно. Ну и что говорить дальше? Ну вот, я свое мнение высказал. Но это не единственное мнение. Когда вот речь зашла о плоских землях, там, о не вращающихся, одна девушка написала, она сказала, ну смотрите, очень много разных доводов по поводу плоской земли.
и там не вращающийся. Значит, и как же быть тогда, ну как бы сложно всем оппонировать, но тогда это явно выбивает почву из-под такого закона, как третий закон Кеплера. Дескать, он тогда, наверное, несправедлив, тогда все, так сказать, фуфло вокруг нас. А вы, мол, свою формулу знаменитую, ну, мою, в смысле, знаменитую в очень узких кругах, да, E равно омега квадрат R куб, на том, что я настаиваю, да, обобщенная формула энергии, выводите в том числе из третьего закона Кеплера, типа, как быть.